Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем, какие существуют оси вариативности, например, ось насыщенности, ось ширины, ось контраста и так далее. Вообще, в принципе, как это устроено в программе, на что нужно обращать внимание при создании того или иного значения и в целом, как это вообще, в принципе, работает. Оси – это координаты, вдоль которых располагаются наши мастера. Для того, чтобы работала вариативность в нашем шрифте, нам нужно иметь как минимум одну ось и два мастера, между которыми происходит интерполяция от одного значения к другому. Если мы посмотрим на шрифт Sasker, который я рисовал, в котором много мастеров и несколько осей, мы увидим на вкладке Variation, что у нас есть ось веса, между крайними мастерами у нас происходит интерполяция. То есть ось, вдоль нее находится несколько мастеров и промежуточные значения, которые мы также там размечаем. Это все тоже мы сейчас с вами разберем. Но так или иначе, в вариативном шрифте должно быть как минимум два мастера, два мастер-слоя и как минимум одна ось. Может быть их там 10, может быть 20, 30, неважно. Зачем так много делать, это вопрос уже открытый. Тут уже каждый сам решает в зависимости от своих творческих задач. Но обычно в шрифте одна, две, максимум три оси, если, например, он еще и имеет наклонное начертание. В моем шрифте их две оси. Это ось веса, которая отвечает за жирность рисунка, и ось ширины, которая отвечает за ширину непосредственно глифа. Поэтому давайте разберем их поподробнее. И первое, на что мы обращаем внимание, это ось насыщенности. В нашем шрифте ось насыщенность пока присутствует. Точнее, оси вообще никакой нету, есть только одно начертание, жирное в Bold 700. И наша задача сейчас добавить сюда новое начертание. Если мы откроем Font.info, то в параметрах оси у нас и в параметрах инстансов ничего нет, потому что у нас только один мастер, что логично. И тут надо понимать, что значение оси, мы можем сейчас его добавить, кстати, ось ширины, точнее ось насыщенности. Добавляем его, нам стандартное значение выдает. Здесь у нас показан рекомендуемый диапазон от одного значения до 1000. Одно единица на координатах — это у нас волосяное значение hair, начертание такое редко где можно встретить, но тем не менее это возможно. В среднем обычно это получается у нас 9 что ли этих начертаний. У нас есть с вами Bold 700. Теперь нам нужно добавить к нему легкое начертание. Оно у нас будет на значении 300 единиц. Но проблема в том, что журнальная рубленная, она на самом деле не имеет у себя легкого начертания. Там есть обычное начертание и есть начертание жирное, которое мы сейчас с вами рисуем. Сейчас я найду их. Итак, это у нас легкое начертание, точнее не легкое, это обычное начертание. Жирное, которое мы сейчас рисуем, которое мы сделали чуть более жирным. Есть обычное начертание, но оно не соответствует light, так называемому. Поэтому в этом случае нам поможет футура. Футура, она у нас имеет отношение к журнальной рубленой непосредственно, поэтому мы можем взять рисунок футуры легкого начертания и, скажем так, придумать, как будут выглядеть остальные символы, вдохновляясь этой формой. Потому что мы сейчас с вами делаем вариативный шрифт, собственно. Это у нас ось насыщенности. Все это мы сейчас с вами добавим. Что еще мы можем сюда добавить? У нас с вами есть возможность, если мы посмотрим на мой шрифт Sasker, у нас есть еще ось ширины. Было бы здорово добавить и его, чтобы наш шрифт выглядел уже как-то более уверенно, чтобы там было как можно больше возможностей. Что для этого нам нужно? Мы в нашу журнальную рубленную добавим еще и ось ширины. Она. И ее стандартные значения. Я это применю и сохраню. Откуда нам брать идеи рисунка? На самом деле нам придется их рисовать с нуля. Но тут нам тоже поможет футура. У нее есть жирное узкое начертание, конденсат, который мы возьмем за пример. И будем на основе его, на основе этих приплюснутых форм строить свою версию узкой журнальной рубленой. Но у нас нету
такой футуры узкой тонкого начертания, поэтому его нам вообще полностью придется придумывать самому, но это даже интересно. В общем, по итогу у нас с вами как минимум получится 4 мастера, между которыми мы будем интерполировать наш шрифт. Какие еще бывают оси вариативности? Ну, в нашем шрифте это нам сейчас никак не пригодится, но просто чтобы понимать вообще, что мы можем добавить, рассмотрим. Например, ось контраста. Я открою фонд инфо, и здесь мы можем через плюсик добавить контраст. Это вот такая настройка, которая позволяет нам выбрать между отсутствием контраста и высоким контрастом. Как это выглядит вживую? Если мы посмотрим на мой шрифт Fargo, вот он, то мы увидим, что здесь у нас помимо четырех мастеров разной ширины, есть еще и ось контраста. Она позволяет нам добавить вот такие разные варианты начертания буквы А, буквы О. То есть вы видите, что вертикали значительно толще, чем горизонтали. И на А это как раз очень даже хорошо заметно. Здесь у нас контраст получается на двух разных диагоналях. Вот, то есть в этом шрифте у меня 3 оси и еще больше мастеров. Вот. Ну, здесь, конечно же, мы это никак использовать не будем. Вот. Можно еще также добавить сюда оптический размер. Что это такое? Шрифты у нас обычно бывают нескольких видов. То есть один и тот же шрифт может немножко отличаться по рисунку. Наверняка вы замечали, что когда вы покупаете или там находите где-то шрифт, он может быть с дополнительным таким словом в названии. Например, если мы возьмем журнальное рубленое, она может быть журнальное рубленое текст или журнальное рубленое дисплей, либо текст, там, что-то small, да. То есть, и тут даже видно у нас размеры кегля. То есть, версия дисплей имеет, скажем так, более тонкие, более аккуратненькие, тоненькие какие-то элементы в контуре, в рисунке, которые мы будем печатать на огромном размере, там, 72 и более кегля. То есть это шрифт, который предназначен для заголовков, для логотипов, для каких-то вот там больших надписей, поэтому там каждая деталька очень хорошо прорисована. А вот версия текст для 12 кегля, у нее наоборот, этих мелких тонких деталей минимальное количество. То есть рисунок примерно точно такой же, но вот именно вот этих деталей наименьшее количество. Почему? Потому что этот шрифт предназначен для использования в мелком тексте, то есть то, что мы там в Word где-нибудь набираем. И там эти детали просто они либо потеряются, либо как-то размажутся пикселями и так далее. Поэтому иногда шрифтовые дизайнеры делают 2 версии шрифта, а то и более, для большого использования на плакатах и для маленького использования где-нибудь в тексте. Поэтому у них немножко отличается рисунок, высота строчных относительно прописных, ширина букв между, такой, скажем так, спейсинг между буквами, он немножко отличается, чтобы когда мы набирали текст, буквы не налипали друг на друга. Вот. Делаются они чуть пошире. Это уже отдельные новые параметры, которые указываются в шрифте, поэтому чтобы пользователь понимал, как этот шрифт использовать, если у него несколько версий, вот такие подсказки позволяют нам разделить их между собой. И при этом это все можно загнать в вариативный шрифт, сделать так, чтобы это все было универсальное. И здесь еще можно добавить, например, наклон. То есть мы можем сделать в одном шрифте ось, которая позволяет в разную сторону наклонять наш шрифт. Здесь уже диапазон, как видите, от минус 90 до 90, то есть мы можем полностью его так повернуть, нулевое значение, и полностью наклонить в противоположную сторону. Здесь же можно добавить переключение италиков, появление засечек, это тоже мы с вами будем делать, но не в плане вариативности, а просто экспериментировать с этим. И какие-то другие можно даже задать свой, то есть выбираем кастом, и здесь мы можем задать ему свое, во-первых, название какое-то, которое будет отображаться, скорее всего, в других программах, задать двухзначное значение на графике вариативности и задать четырехзначное значение описания этой оси. Но это уже такая экспериментальная штука, если у вас что-то необычное в вашем шрифте есть. Ну, в общем, об этом всем мы потом будем разговаривать. Пока это так, просто для общего понимания, как это работает.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.